Раньше мы рассказывали про бензопилы для работы, а сегодня я хочу рассказать про игрушки. Игрушки для настоящих вальщиков. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать про две самые большие, самые мощные бензопилы, которые есть на данный момент в серийном производстве. Это Husqvarna 320 и Stihl 880. Такие мощные пилы предназначены для решения самых суровых задач, которые становятся перед лесорубами. Это валка деревьев диаметром свыше метра, я бы даже сказал, свыше 1,5 метров. Мы используем их. А также эти пилы используются в качестве двигателя в мобильных пилорамах типа Logosol. Единственное, что они оснащаются не такими пильными гарнитурами, а более тонкими. И заточка цепи не 30 градусов, как здесь, а 10 градусов. Husqvarna 320 произведена шведской компанией Husqvarna. Ее объем двигателя 118,4 кубических сантиметра. Мощность двигателя 6,2 киловатта. Вес без шины цепи с пустыми баками 10 килограммов 400 граммов. Все Husqvarna 320 идут в изготовлении XP. Это одна из самых лучших пил, которые вообще выпускало человечество. И для ее дополнения, чтобы она стала просто идеальной, я оснастил ее шиной Oregon 105 сантиметров, 3/8 шаг, канал 1,6. То есть на ней стоит штилевская цепь, что делает ее практически идеальной бензопилой. То есть на отличном двигателе Husqvarna, на отличной бензопиле стоит просто превосходная цепь производства Stihl. Бензопила Stihl 880. Объем двигателя 121 кубический сантиметр. Мощность двигателя 6,4 киловатта. Вес 10 килограммов. Без шины, без цепи, с пустыми баками. Это официально является самой мощной серийной бензопилой, выпускаемой на данный момент на планете Земля. Данная пила оснащена шиной длиной 1 метр 20 сантиметров Duramatic и цепью 1,6 404 шаг. Это практически уже оснастка для харвестера. Это не бензопила, это джедайский меч. Интересным фактом является история создания завода Husqvarna. Дело в том, что он относится еще к 17 веку. Это была мушкетная фабрика, построенная на речке Husqvarna королем Густавом II. Самое интересное, мы даже можем увидеть на эмблеме, что это дуло мушкета, которое обращено в нашу сторону. Что эти мушкеты предназначались для того, чтобы воевать с Россией на тот момент. Поэтому многие российские товарищи не хотят покупать Husqvarna, считая, что это не патриотично. Вообще, развитие цепных пил началось с появления первой крючковой цепи. Она появилась в 20-х годах, и один из патентов принадлежит талантливейшему, одному из самых талантливых инженеров того времени, Андреасу Штилю, который, собственно говоря, и явился основателем компании Stihl. В тот момент перед ним стояла сложная задача захватить рынок и начать массовое производство для того, чтобы создать свой завод. И согласно легенде, один из мест, куда он обратился, был Советский Союз. Молодой Советский Союз в 20-30-х годах
отчаянно нуждался в каких-то новых технологиях, в прорыве по лесозаготовке, потому что единственное, чем могли активно торговать тогда, единственное, из чего могли тогда активно строиться, это все-таки все еще была древесина. И согласно легенде, Иосиф Сталин имел встречу с Андреасом Штилем и с ним переговаривал по поводу открытия завода «Штиль» в Советском Союзе, но поставил Андреасу условия – это принятие гражданства Советского Союза. Андреас Штиль был ярым патриотом и, по некоторым сведениям, сочувствовал национал-патриотической партии, которая в то время только зарождалась в Германии, и поэтому отказал Иосифу Сталину. И как бизнесмен он не прогадал, потому что всем известно, что Штиль был поставщиком вермахта. Я потратил несколько лет, отыскивая различные обрывочные сведения для того, чтобы убедиться в том, что эта легенда всего лишь красивая легенда. И с Иосифом Сталином на самом деле Андреас Штиль не встречался. Я уже долгие годы являюсь поклонником марки Штиль. Все мои бензопилы, которые я использую, марки Штиль. Даже одежда, которую я ношу, зачастую марки Штиль. Но сверхтяжелая бензопила, самая любимая моя, это Husqvarna 3120. Эту бензопилу просто нельзя не влюбиться. Да, у нее есть недостатки относительно Штиля. Это, естественно, сложный доступ к воздушному фильтру, очень неудобный и сложный доступ к натяжителю цепи, крайне неудобное обслуживание, достаточно неудобные крышки. Здесь для того, чтобы открутить топливную крышку или крышку масляного бака, нужно использовать отвертку, которую нужно вставлять, в то время как у Штиля стоят быстрые пробки. У Штиля очень легко и быстро все очищается. Но работа двигателя и, самое главное, оснащение гарнитурой шагом 1.8 компенсирует все эти недостатки. Кроме того, заменяя стандартную хускварновскую цепь 1.5 3.8 на штилевскую 1.6 3.8, мы получаем идеальную цепь с идеальной шиной. Шина переходная, используется Орегон, для очень мягкого и ровного реза. То есть при вот этой мощности двигателя рез получается очень мягкий. У Штиля с его 404 шагом цепь, конечно, намного надежнее, прочнее, и она выдержит те нагрузки, которые ей дадут. Но из-за этого вибрация очень велика. Пилу просто подбрасывает на больших бревнах. Во всяком случае, моего веса не хватает для того, чтобы продавить ее достаточно и чтобы она работала стабильно. В результате этого широкий рез 880-го, нестабильная работа с вибрацией против тонкого реза 3120 со стабильной мягкой работой и лучшей переемистостью двигателя дает выигрыш по скорости. Именно выигрыш по скорости пила при данном стандартном, полустандартном оснащении будет у 320. Короче, хватит трындеть, давайте заводить. Естественно, пилы такого объема не заводятся без декомпрессора. Обязательно нажимаем декомпрессор. Эту пилу я прогрел предварительно, поэтому трогать воздушную заслонку не нужно. Просто включаем зажигание, ставим на тормоз. Вот это пила, вот это звук. Так звучат настоящие пилы для настоящих мужчин.
это пила. Настоящий мотоцикл в руках, готовый в любой момент распилить любое дерево. Такие мощные бензопилы, они просто как члены семьи, как члены бригады. Очень выручают, очень помогают. И у них есть свои имена. Вот Husqvarna у нас называется Бабаечка. Бабаечка, потому что на вопрос, куда делся весь бензин, ведь только что было 10 литров, буквально пару часов назад. Все говорят, Бабаечка, Бабаечка. Заливки бака хватает минут на 10 работы. 880 у нас зовется ласково Ганс. Почему Ганс? Из-за этой гарнитуры и невероятного своего веса он мучает вальщиков просто как фашист из гестапо. Поэтому он самый настоящий ариец. Ганс. К нему нужно относиться с уважением. Из-за вибрации он может подскочить в руках, он может вырваться из рук и куда-то убежать. Ну а так он ведет себя как чистый ариец.